лайфхак. Никаких там, это случайно не твоя музыка? Это просто Марфа, 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 Марфа. И лучше всех, невероятная какая-то. Есть спектакли, которые я не станцую. Искусство — это оно вообще на любви построено. Когда ты на кураже и тебе очень нравится, когда ты вдохновлен, все сразу получается на ура. Привет. Знаете, привет. Знаете, меня всегда озадачивало и очень расстраивало, что в ответ на реплику «так жалко, что ты совсем не танцуешь», может быть, имеет смысл посмотреть в сторону других театров. Молоденькие девочки, очень талантливые, говорят: ну я же в Большом театре, это самое главное. И ничего, что ты сидишь в запасе кардебалета, хотя с такими данными уверенно могла бы уже танцевать соло. Зато в Большом. Я, конечно, понимаю, что эта установка идет из детства, им это прививают с первых классов училища, но легче от этого не становится. И, к сожалению, эта мысль ведет к сломанным судьбам, разрушенным карьерам. Я сама своими глазами наблюдала такое, и это очень больно. Именно поэтому мне показалось важным сделать такое интервью с человеком, который решился, который понял, что в приоритете свобода, творчество, какие-то новые карьерные возможности, а вовсе не красивая запись твоей трудовой книжки. Марфа Федорова в 2022 году ушла из Большого и стала солисткой, наконец-то, Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Мне кажется, она является образцом потрясающего оптимизма и большой смелости, конечно же. Я очень рада, что она согласилась поделиться своей историей с нами. Когда вы в детстве представляли свое будущее, себя в балете, каким был этот образ? Красивые пачки, диадемы, софиты, как-то так? Думаю, именно здесь прячутся корни дальнейших разочарований. Реальность слишком отличается от ожиданий. Вообще у меня не было конкретного ощущения вот 4 стены театра и публика, да. Поскольку мы смотрим вот эти балетные видео, еще раньше YouTube не был так распространен, только-только это все пошло, мы смотрели вот балетные записи, спектакли, фильмы балеты, конечно, там с Улановой, с Максимовой, все вот это. То есть балетный мир, он такой очень был неконкретный, такое что-то иллюзорное. И у меня в голове в основном был именно танец. Именно танец и костюмы. Я всегда помню эти костюмы, что я такая вся в костюмах и танцую. Вот такое какое-то ощущение. А про театр я всегда хотела быть знаменитой, как Плесецкая. Но это тоже такая детская интересная формулировка. Поскольку Московская академия тесно связана с Большим, кажется, самым логичным и желанным для учеников является поступление именно в этот театр. Вы тоже мечтали попасть туда? Очень много хороших театров, но поскольку я училась в московской школе, большой, я вроде туда иду, и у меня вообще не было сомнения, что какие-то будут вопросы, что меня как-то не возьмут. Ну, тут еще дело в том, что меня в академии как-то выдвигали на первые роли, так скажем, и я была одной из ведущих класса, там несколько девочек, как правило, выдвигают, за ними все как бы подтягиваются. И на конкурсах я ездила, выигрывала там еще что-то, и как-то у меня было четкое осознание, что я только там. И, честно говоря, мне никаких больше приглашений не пришло. Обычно нас вывешивают такие там, ну, знаете, все приглашения, всех, кого куда позвали на просмотры. И меня, кроме Большого, что-то никуда не позвали. Рано или поздно каждый балетный ребенок проходит через разрушение воздушных замков, сталкиваясь, как правило, уже в школе с крайне нелицеприятными вещами. Помните, как проживали этот момент? Вот у нас не было в классе и вообще на потоке, то есть я не помню в окружении в ближайшие года два наверх и вниз, чтобы были какие-то у девочек проблемы. Я не думаю, что это я прям закрыла глаза и не видела. Бывают какие-то веяния, течения, дети увлекаются. У нас такого не было. У нас тоже все девочки там старались похудеть, там взвешивание вот это ужасное, жуткое совершенно. Но как-то до таких серьезных проблем не доходило. Травли у нас не было вот этого буллинга какого-то. Как бы школа меня оберегала, то есть я была в таком гнездышке, где все было комфортно, удобно и как-то безоблачно. Ну, какие-то были проблемы, но они больше связаны со своим каким-то либо здоровьем, либо неуспеваемостью.
Всё так спокойно, дружно прошло. Опять же, я была более в ведущем положении, и в отношении учителей я не могу сказать, как к другим относились. Возможно, они страдали из-за того, что там меньше внимания или, наоборот, больше критики. Но я не могу сказать, что это было прям жестоко. Это уже больше пришло в театре. Сейчас совсем молодые ребята в первые же сезоны буквально влетают в сложные сольные и ведущие партии. В ваше время тоже так было? Вы быстро начали танцевать в двойках, тройках и так далее? Вообще, в первый год мы мало танцевали. Мы очень много учили, мы были на всех репетициях. Ну, как-то был такой вот, как говорят, костяк кардебалета, в который вклиниться было очень тяжело. Если только кто-то там уходил в декрет или на больничный, или какие-то там замены, может быть, но и то есть же запас, который тоже уже много лет как бы здесь тоже ходит. Вот. И то есть это все очень постепенно делалось. Не сразу мы влетали, хотя я думаю, что это может быть не очень хорошо, потому что первый год все-таки у тебя энтузиазм, ты можешь, ты очень хочешь, ты быстро все учишь, и как ты сидишь. Вот. Сейчас я знаю, что довольно стремительно влетают в спектакли артисты. Наверное, вчерашней ученице нелегко найти свое место в театре. Как быть? Как освоиться в такой не слишком доброжелательной среде? Да, найти место в театре — это такая задача непростая. Мне это вот не очень сложно далось. Я вообще довольно контактный персонаж. Ну, лайфхак. Как нас в детстве учили, всегда со всеми здороваться. Это правда очень важно, потому что артисты, которые работают давно, они вот почему-то это замечают сразу. Они говорят, какая невоспитанная девочка. Вот какая она там ужасная. Здороваться даже 10 раз, если ты видишь 10 раз в день, пожалуйста, и как бы с милым выражением лица, никаких там усталостей. Ну, я, конечно, не могу сказать, что я этим расположила к себе там людей, но благоприятная атмосфера, она способствует, конечно, быстрой социализации. Потом, как ты показываешь себя в работе, в кардебалете особенно, потому что большинство все-таки артистов — это кардебалет. И как ты с ними контактируешь, как откликаешься на их какие-то просьбы, пожелания тоже. Я попала в конце первого сезона в тень в Байдерке, причем первой тенью. И очень много было всяких замечаний со стороны старших, кто стоит сзади. Они же все стоят сзади, получается. Столько там всего посыпалось, и я все это, да, конечно, я все это пытаюсь сделать, там столько в голове все разрывается. Ну ничего, как-то постепенно, ты же, когда тебе делают замечания, ты как-то у тебя откладывается в голове, кто это, как его зовут, и вроде как вы знакомитесь. В школе вы были одной из лучших. Наверное, странно и обидно после этого сидеть в придворных и выходить только в общих кардебалетных танцах. Ну, мы всегда знали, что в Большом театре работают лучшие артисты, то есть там все на нашем уровне, даже выше, все артисты кардебалета, а солисты — это вообще кто-то нереальный, потому что мы в детстве же ходили на все спектакли в Большой театр, мы все это видели, мы учились и вдохновлялись, и все. И когда приходишь, видишь еще, как они работают в кардебалете, эти девочки, ты еще больше как бы проникаешься к ним уважением, видишь, что ты должен до их уровня еще дойти, потому что ты еще пока из школы только вышел, еще не понимаешь, где право, где лево, они уже такие балеты танцуют. Не было ощущения, что меня как-то обделили, что-то, но было такое настроение, что постепенно я хочу еще больше чего-то достигать. То есть не только стоять в тенях, хотелось бы там еще какой-то соло станцевать. Первый, второй, третий, наверное, третий год тоже. У меня были какие-то сольные партии из серии там «Грампа в Байдерке», «Четверка бриллиантов» была. Даже я один раз танцевала вариацию в Раймонде во сне. Там тоже забавный случай, что я прослушала свою музыку, не вышла в какой-то момент на вальс, и мне девчонки старшие как раз говорят: «А это случайно не твоя музыка?» На самом деле это ужасно, но в тот момент я была в таком шоке, что я скорее побежала на вариацию, я даже не успела понять, что случилось. Хорошо, там был кардебалет, было много народу на сцене, не было видно, что я не вышла. У меня были и шестерки, и четверки, тройки. У меня даже вот соло было мало, где я вообще одна. В основном у меня были вот такие корифейские партии. Танцевала много, потому что еще плюс остался у меня кардебалет. То есть у меня статус был артистки кардебалета. И, по идее, это моя основная работа. Но из-за роста меня сложно поставить, например, лебедей. Я стояла в тенях. Я так поняла, что Юрий Николаевич Григорович это как бы оформил, сказал, что высокие девочки должны стоять впереди, а маленькие сзади, чтобы была вот такая перспектива вот этих теней, как бы уходящих в горы. Вот, поэтому меня поставили вперед. Потом со временем меня переставили назад. Перспектива в обратную сторону я завернула. То есть везде, где требовались высокие балерины, Марфа, пожалуйста, потому что я могла все исполнить. У нас был еще такой интересный опыт. Поставил Эдвард Клюк Петрушку. Там были матрешки высокие.
Но там были прям все девочки высокие, там некоторые девочки стояли характерные балерины, и такие девочки, кто мало танцует в классике. Ну да, в основном таких высоких балерин, конечно, ставят придворных, потому что там, во-первых, там должен кто-то стоять. Во-вторых, сейчас молодежь, которая приходит, она очень активная почему-то. Ну, раньше как вот молодежь пришла сначала в придворный, потом дальше куда-то. Сейчас они скорее стараются сразу поставить, чтобы вот не терять вот этот год. Вот. Там либо стоят высокие балерины, кто не очень как бы в классическом репертуаре, так по технике может потянуть, но красивые. Либо уже балерины, которые скоро уходят на пенсию, тоже в классике, они не особо активно могут быть задействованы. А потом потихоньку пошли у меня сольные характерные партии. Вот, например, Кастаньеты в Дон Кихоте. Очень люблю я эту роль. Она очень красивая, очень многогранная, и она постоянно требует доработки. Но в какой-то момент я ее тоже перешагнула, как мне кажется. Это мы готовили с Анной Антроповой, она педагог характерного репертуара, очень она много дала. Но очень профессиональный педагог, прям шикарный. С педагогами вам, кажется, всегда везло. Расскажите про Светлану Дзантимировну? Получилось, что наш педагог в академии, Татьяна Александровна Гальцева, она очень как бы Светлану Дзантимировну уважала и вдохновлялась тоже ее уроками, какие-то комбинации нам давала. И сказала, что мы, когда придем, вот из нашего класса в Большой театр 2 девочки только попало, и чтобы мы сразу пришли к Светлане Дзантимировне. Мы пришли к ней на класс, нам казалось, она такая строгая женщина, и она так тихо разговаривала, и мы стоим, мы пытаемся слушать, что, какие комбинации, что такое. Но потом, конечно, привыкли, казалось, что уже даже и так уж и тихо. Очень было, конечно, мы так боялись ее. Я помню, что я не успевала ногами шевелить. Какой был активный урок, что просто все в одну сторону прыгают, я в другую опаздываю. Это было забавно. А потом, спустя какое-то время, мы попросили ее с нами порепетировать. Прям сами, все сами, то есть за нас никто ничего не делал. Она сказала, что она с нами порепетирует, но сначала мы должны окрепнуть. То есть она не взяла сразу нас там, кинула в какие-то ФУИТ, я не знаю, там, ПДД и все такое. Она видела, что мы не готовы с этой девочкой. Но спустя какое-то время мы опять подошли и потихоньку стали вот какие-то готовить вариации. Там, ну, в общем, мы с ней работали все это время. Чего вам не хватало? С чем была связана неудовлетворенность своим положением и работой в целом? Во-первых, работы стало меньше, во-вторых, понятно стало, что я как бы уперлась в стену, и дальше ее сдвинуть невозможно. Все остановилось, и вот после определенного времени пошло все как будто бы в обратную сторону. Многие партии у меня вообще перестали в афише появляться. В основном это сольные партии. То есть кардебалет я сохранила, и характерные партии тоже сохранила. А вот, в частности, «Четверка бриллиантов», которую уже упоминала, я ее очень любила, она у меня вообще ушла из репертуара. Причины мне не очень известны. Понятно, что у нас был там конфликт, но мне кажется, это началось еще до этого, до конфликта, а скорее следствием моих душевных переживаний случился вот этот конфликт. Это уже я 5 лет проработала, и я поняла, что за 5 лет многие делают больше, чем я сейчас сделала, и как бы есть какое-то, наверное, куда-то надо сдвинуться. Потому что на сцену тоже хотелось выходить, потому что я очень люблю сцену, очень я люблю само ощущение вот этого спектакля, и когда этого не хватает, это очень сильно, это процентов, 80 от работы, то есть не хочется приходить в зал, потому что, ну а что зачем я сюда прихожу, если я на сцену это не вынесу? У меня было вот прям такое состояние. После стольких лет и уже во взрослом возрасте тяжело решиться на перемены. Наверное, многое удерживает. Когда долго на одном месте, например, года 4, тем более Большой театр, он такой очень, как сказать, он держит, да, то есть там стабильная зарплата, там есть поликлиника, там хорошая страховка. Ну, я шучу, ладно, это, в принципе, везде можно как бы добиться, но там действительно очень хороший репертуар, прям, один из лучших вообще мировых даже репертуаров, еще на тот момент, когда все не отменилось, не забылось и так далее. Очень насыщенный репертуар, были еще поездки, гастроли тоже интересный. И, опять же, Светлана Дзантимировна, с которой я работала, тоже не хотелось как-то прерывать вот этот творческий процесс. Когда решение окончательно созрело, переход вообще быстро произошел? Я думаю, что вот прям само осознание перехода, оно пришло,
ну, где-то за год. То есть вот год оно варилось. А первые какие-то попытки, они, наверное, еще года 3 назад. И первый раз, когда я куда-то пробовала отправлять какие-то резюме, было очень страшно. Я прям очень долго к этому созревала до этого момента. Везде как-то нет, спасибо, у нас все занято. В частности, вот в Михайловском театре мне сказали, что нету мест на тот момент. В Мариинском театре тоже мне сказали, что я очень высокая. Меня даже не пригласили показаться, как я выгляжу. Вот, потом случился ковид, потом случился еще, по-моему, полгода мы поработали, потом вот эти все события военного характера. И я подумала, что, в принципе, все так активно меняется в мире, и в ситуации в стране, и в людях. Может быть, попробовать еще раз в Михайловский. И я нашла людей, через которых я написала, кому надо. Ну, в общем, это тоже не очень просто оказалось. Не то, что прям, ну... Хотя в балетном мире все друг друга знают, но не все готовы помогать. Это есть такой момент. В частности, в классе Светланы Зантимировны все готовы друг другу помочь. И, допустим, увидел на сцене, увидел какие-то там, может быть, замечания, и я могу к ней подойти и сказать, что вот можно я тебе там подскажу что-то, да? И не будет обиды или какой-то ревности, там, гордости. То есть человек спокойно выслушает, потому что понимает, что тебе желают добра. То есть это доброжелательная атмосфера. Даже, может быть, немножко с юмором. Там были некоторые классы, когда мы просто там хохотали. Ну, в общем, всякие бывали ситуации, но действительно такое вот ощущение поддержки, оно в театре очень важно. Даже если мы не дружим друг с другом, мы, может, встречаемся только на классе и на репетиции, там, потому что гримерки в разных концах театра находятся. Но есть вот такое ощущение, что этот человек не будет там за спиной какие-то говорить вредности, не будет как-то свою такую негативную энергетику. Вот. Ну, это помогает очень, когда везде свои люди. Почему вы выбрали именно Михайловский театр? А я знала, что в Михайловском театре очень любят высоких балерин. То есть даже если не на там ведущую прямую и так далее, то солистки там есть высокие. То есть я могу вписаться в какую-нибудь троечку, там тоже двоечку, какие-то сольные, вот так вот. Вот, поэтому я как-то была уверена, что здесь есть такая возможность. Я приехала на просмотр, я делала урок, меня записывали там на видео, чтобы можно было потом руководство показывать. И сказали, что могут меня взять на солистку. Звание солистки предполагает не участие в кардебалете, что мне, в принципе, за 7 лет работы, наверное, уже хватило. Кардебалет — это сложная работа, очень сложная, тяжелая, нагрузка высокая. И с кардебалетом совмещать соло — это еще тяжелее. Как вам дался переезд в другой город? Не просто, конечно, когда есть привычки, когда есть какие-то якоря в городе и семья, опять же. Ну, у меня несколько факторов. Во-первых, вот со мной поехал мой молодой человек, потом у меня в гримерочка, вот в которой я сейчас сижу, очень хорошие девочки. Они прям все как-то так подобрались, я не знаю, каким образом. Они все поддерживают, они все такие юные, активные, современные. И как-то у нас такая есть маленькая коммуна там. И в-третьих, я очень с детства хорошо знаю Питер, я очень хорошо знаю как не архитектуру, но планировку, так скажем, города, да, и он для меня не чужой. Единственное, что здесь, конечно, привыкаешь немножечко к инфраструктуре, потому что она отстает от Москвы, немножко как будто откатываешься назад, и к этому я привыкала какое-то время. Для меня был шок, что автобус не приходит в нужное время, например, или что снег лежит по колено уже неделю, его не чистят. Это, конечно, немножечко меня прям поразило здесь. Как Светлана Дзантимировна, ваш педагог, отнеслась к новости о переходе в другой театр? Она очень легко это восприняла и очень меня поддержала, что мне было очень ценно, потому что я действительно боялась, что она начнет отговаривать или как-то грустить или что-то. Она была настолько рада тому, что я нашла место, где я могу работать, потому что она видела, что тоже человек способный, и как-то мы вот бьемся, и ничего из этого не выходит. И все-таки она очень переживала, что пропадает материал. Она все время говорила, что ты можешь, ну как бы, а где оно? Первый год я приходила на класс к Светлане Владимировне, она была очень рада меня видеть, но сразу столько замечаний мне сыпалось, мне было так ужасно, у меня было ощущение, что я одна стою на классе, а все просто так пришли. Потому что просто Марфа. Я потом однажды к ней подошла, говорю: Светлана Владимировна, вы это, как бы не ругайтесь на меня,
что я там что-то забываю, может быть. Ну, в общем, мы с ней так посмеялись, тоже было очень здорово. Несмотря на то, что она прям строго так все сразу оценила, такая: ты не забывай, что я тебе говорю. Я говорю: да я стараюсь не забывать. Но когда каждый день нет вот этого напоминания, классы-то другие, и другие педагоги, конечно, она видит, что немножечко изменилось, может быть, тело. А здесь не возникает проблем с поиском партнеров? Тут я в основном исполняю партии такие прям сольные-сольные. Там «Повелительница Дриад» она не требует, «Мирта» не требует, «Гамзати», да, ну там есть партнер, но, в принципе, я вот смотрю со стороны, мне кажется, я выгляжу нормально, я не выгляжу такой громоздкой, большой, какой-то такой женщиной, которая сейчас задавит этого Салора несчастного. У меня пропорции очень длинные, то есть у меня длинные руки. И, в принципе, когда я встаю на пуанты, я, может быть, немножко выше по сантиметрам, но когда идет пластика, когда идет действие, когда какие-то там же не постоянно я на пальце вот так топчусь, я спускаюсь, там какие-то делаю трюки и все, то, ну, на мой взгляд, я не выгляжу больше партнера. Немножко выше, может быть, но это органично, это красиво. Вот Адетту я, кстати, танцую, да, здесь. Пока до Адили я еще расту. Есть еще там какие-то такие нюансы, которые нужно доделывать, и мне пока эту партию не дают. Я надеюсь, что все-таки дадут. Ну, пока мне говорят, что нужно дорабатывать. Я работаю, дорабатываю. Вот в театре у меня педагог сейчас Екатерина Борченко, она бывшая прима-балерина этого театра. У нее весь этот репертуар как бы с собой в багаже, и она это все сейчас мне передает. Надеюсь, мы дожмем. К концу второго сезона, кажется, уже можно делать выводы. Как вы оцениваете свои успехи в Михайловском театре? Мне нравится здесь работать в плане занятости, то есть у меня много очень спектаклей, я все время на сцене фактически. Единственное, что вот сейчас, когда я как раз вот говорила про Адилию, такой момент, когда мне нужно переходить в следующей партии. И пока я не знаю, насколько это будет активно. Если следующий сезон пройдет без каких-то выдающихся партий, то есть та же Адилия там, или Никия, ну, таких серьезных, то есть мне бы хотелось дальше двигаться. У меня такие амбиции, что я не могу сейчас оставаться на том уровне, потому что ситуация может повториться как с Большим театром. И если не будет движения, то, наверное, я что-нибудь дальше предприму, потому что, ну, мне не хочется останавливаться. Мне кажется, что у меня есть возможности, силы. Есть у меня еще такой, как бы, шанс. Меня приглашают на концерты. Очень хорошо, что здорово, просто не хорошо, а великолепно, что меня руководство отпускает. Еще это выпадало, как правило, на дни, где у меня нет спектаклей. Вот опять же, я в некоторых не занята, и я могла быстренько как бы на концерт съездить. Это очень большое такое подспорье, это очень большая практика. Там можно станцевать какую-то партию, которую ты либо готовишь, либо никогда здесь не станцуешь. Например, я станцевала ПДД Дон Кихота. Я думаю, что в Михайловском театре я даже не могу подумать, что я могу там станцевать Дон Кихот. Маленький вопрос как бы с темпераментом, насколько это будет зажигательно. Это может быть зажигательно не на 100, на 80, но то, что это будет профессионально, это я гарантирую. Ну и многие другие такие же партии, которые в силу обстоятельств, например, очень много у нас балерин, очень мало спектаклей именно вот, допустим, Жизель раньше шла редко. Вот сейчас она стала идти почаще, но редко. И каждая прима хочет этот балет станцевать, повторить, а вводить новых балерин — это уже как бы занять спектакль. В силу таких вот разных каких-то обстоятельств есть спектакли, которые я не станцую. Я так думаю, я надеюсь, все-таки маленькая надежда теплится, но она очень маленькая. И их можно реализовать где-то вот на каких-то приглашениях. Либо на концертах, либо в каком-то театре станцевать прям спектакль. И это очень здорово. То есть все-таки даже в наше время высокий рост становится преградой. Я очень часто с этим сталкиваюсь, то есть я прям уже со времен школы сталкиваюсь, что вы высокая, мы не можем вас сюда поставить, мы вот не можем вам найти партнера. Но если бы я была руководителем, я, опять же, не потому что я себя так люблю, хотя это моя гордость, что за эти 2 года в Петербурге я полюбила себя больше, я больше себе доверять стала в профессиональном плане. Я бы смотрела больше именно на способности артиста. Вот этот стереотип, что балерина высокая или маленькая, что тоже очень часто встречается, это на самом деле ужасно. Это губит просто и артиста, и, в принципе, спектакль, потому что предпочтение отдается более такому компактному, стабильному артисту, которого мы уже знаем, который уже 10 раз показал, что он может и так далее.
Вместо того, чтобы дать хотя бы один раз возможность попробовать, показать. Может быть, это прям будет выстрел, может быть, это, не знаю, золотая маска. Вы просто хотя бы посмотрите. Зачастую не дается даже шанса. Просто говорится тебе, что вы такая высокая, что у нас нет для вас мальчика, хотя это тоже не совсем это лукавство. Можно найти из кардебалета, вытащить кого-то хотя бы на один спектакль. Даже премьеры, ну, подумаешь, он немножко ниже. Тоже важно, какой у вас будет дуэт, как вы будете друг другу помогать, как вы будете как бы вот переходить из одной поддержки в другую. Мне кажется, что это более важно, чем соотношение, вот прям сантиметр к сантиметру, вот такое отношение. Не знаю, возможно, это какой-то уже, как сказать, блажь, потому что я хочу, может быть, кто-то так подумает, но мне кажется, это нужно двигать как-то вперед, вот это отношение к стереотипам, его нужно, как сказать, разрушать. Ну, правда, много хорошего материала из-за этого пропадает. Есть желание такое давать разным артистам разное, чтобы они показывали. Если не могут, пожалуйста, следующий спектакль он не станцует. И в нашем театре есть еще такое, можно пригласить артиста из другого театра. Вот в частности, у нас сейчас в июне будет Жизель танцевать Альберта Иван Михалев из театра Станиславского. Высокий партнер, прекрасный, великолепный, я считаю, надо брать. Вот. Ну, то есть выходы, есть всегда. Тут, да, зависит от руководства. Я еще очень такой человек, мне сложно конфликтовать. В театре нужно быть по-хорошему наглой, то есть нельзя кому-то там хамить или там показывать свой характер, но нужно очень сильно себя как бы вот все время всем, ну, в кавычках, скажем, продавать, предлагать, показывать, что ты там вообще и лучше всех, невероятная какая-то. Мне это очень тяжело. Я не умею это делать. И я борюсь с собой, чтобы как-то вот переломить это. Это правда, что атмосфера в относительно маленьких труппах гораздо более дружелюбная? Это правда. Здесь очень спокойно работать. Здесь первое, что замечаешь, что артисты кардебалета, у них нет амбиций стать солистами. В Большом театре все, кто приходит, молодежь, они попадают, конечно, в кардебалет в большинстве случаев, и они очень хотят дальше двинуться. Многие остаются в кардебалете, и это очень им нравится, это здорово и как бы комфортно, но поначалу есть вот это стремление, есть постоянная конкуренция. Здесь артисты кардебалета очень редко, только один я случай знаю, что девочка захотела вот прям выбиться в статус солистки. Но это было без каких-то там интриг и каких-то сплетен. В принципе, интриги, они не мешают работать. Можно от этого абстрагироваться и все. В Большом театре очень большое напряжение вносит руководство, потому что оно очень сильно давит, очень, видимо, большая ответственность или какие-то там, может быть, личные амбиции, но там очень сильное вот это психологическое давление, и его не все выдерживают. Вот сейчас было гастроли в Мариинский театр, я была на «Спартаке», и меня провели за кулисы, я могла со многими поздороваться, очень многие были рады меня видеть, и я тоже там с некоторыми прям очень приятно было встретиться. И я вижу по состоянию людей, как они измотаны, как они просто не видят, я не знаю, мира. Они настолько уставшие. И я понимаю, что это не только физика, это еще и моральное, все-таки там тяжело очень работать. И здесь гораздо меньше таких вот личных требований. Просто танцуй хорошо и исполняй как бы свою работу, и будет все спокойно. Никто после спектаклей не комментирует в отрицательную сторону. Это очень важно, потому что артисты ранимые личности. Любой артист, будь то кардебалет, солист или артист миманса, он хочет за свою работу получить благодарность. Хотя бы на словах, можно премией. Вот. Но очень, потому что после ты на спектакле отдаешь все-таки, опять же, это психика, ты отдаешь какую-то энергию свою, ты какие-то эмоции затрачиваешь, и когда после этого тебе говорят: поздравляю, я такой молодец, это было искусство, это великолепно, ты как будто обратно пополняешься, ты уходишь домой и начинаешь восстанавливаться. Если сразу идут отрицательные комментарии, что там все очень плохо и катастрофа, и ты завтра вообще можешь сюда не приходить, то как бы и не придешь. Ну, это вот такая специфика вот Большого театра. Да, у каждого руководителя свой стиль руководства. Кто-то, наоборот, любит с артистами по-дружески общаться, кто-то любит ставить себя на ступень выше, как бы доминировать над коллективом. Тут мне сложно сказать, потому что я не руководила какими-то большими ансамблями, но если посмотреть со стороны, мне кажется, нужна золотая середина. Нужно, чтобы коллеги... Это все-таки коллеги, это не твои
рабы, скажем так, это подчиненные, но все-таки вы одного уровня, как бы все закончили профессиональное заведение. Нужно, чтобы они тебя уважали, и все-таки какой-то момент любви в этом тоже присутствовал, потому что театр, искусство, это оно вообще на любви построено. Если в этом нету взаимопонимания, уважения и, главное, опять же, любовь, то это будет ремесло, которое даже, возможно, публике не принесет каких-то положительных эмоций. Они будут видеть, что это очень тяжело, что артисты устали. Вот я на «Спартаке», допустим, вижу, что они там не приседают. Ну, это уже профессиональные какие-то, да, вещи такие. Техника, то есть, страдает от этого. Когда ты на кураже и тебе очень нравится, когда ты вдохновлен, все сразу получается на ура. Если нету вот этого правильного настроя психологического, в принципе, ничего и не получится, потому что тело, оно жесткое, оно сопротивляется, каждое утро себя вот это вот начинать раскручивать против своего желания, это неестественно, это тяжело. Что бы вам хотелось танцевать в ближайшем будущем? Я бы очень хотела станцевать Иван Грозного в Большом. А сейчас по всем театрам пройдусь. В театре Станиславского «Манон», если у них еще не закончился контракт, я, честно говоря, не знаю. Очень люблю эту роль. Мне кажется, она мне подойдет, хотя кто-то думает, что это не моем плану, я уверена, что у меня получится. «Жизель» — это 100%, это «Легенда о любви», ну и весь классический репертуар. Да я даже, в принципе, я готова к любым даже экспериментам. Я очень бы хотела попробовать Китри. Даже если у меня не получится, я буду очень счастлива тому, что я это сделала и попробовала. И какой-то все равно есть какая-то внутренняя работа в это время, есть рост, совершенство, пригодится для других ролей. Задумываетесь о жизни после балета? Планируете получать образование? После балета можно заниматься чем угодно. Просто нужно вовремя понять и вовремя начать учиться. А можно параллельно, заканчивая, уже чем-то начать заниматься, чтобы вот так судьба по голове как бы не била и спешно не искать себе какие-то занятия. В большинстве случаев балетные артисты, они становятся балетными педагогами в каких-то балетных студиях, детям или взрослым, или любителям. Очень редко, когда они становятся профессиональными педагогами в театре, потому что факторов много, почему должно, как это должно все срастись, чтобы там остаться. Но, честно говоря, я и не хочу. Мне не нравится преподавать детям, потому что мне не хватает терпения. Мне даже с собой работать не хватает терпения, не то что с другими. Взрослые любители мне не нравятся. Я пробовала просто. Я почему так говорю? Потому что я все это пробовала. Взрослые любители — это, конечно, немножечко тоже другая специфика, чем детская, но мне тоже не нравится, потому что им надо обещать азы. Для меня это тоже очень нетерпеливая работа. Я очень нетерпеливый человек. И если репетировать с профессионалами, я пока вот этого не пробовала. К сожалению, в балете мало платят. Все равно где-то кто-то старается еще давать какие-то частные уроки, какие-то еще занятия. Не знаю, насколько мне это подойдет. Мне бы хотелось жить в достатке. В какой области вам хотелось бы развиваться? Я потихоньку начала подумывать, но я пока не могу конкретизировать, чтобы мне прям очень сильно нравилось. Мне очень нравится рукоделие, но это, опять же, не сильно прибыльное занятие. Но хотелось бы более серьезное образование, чем-то заниматься. Мне еще очень нравится организационная работа, возможно, какой-то, как это называется, менеджмент. Вот что-то вот такое, да. Потому что хотелось бы немножечко в головочку вложить еще что-нибудь, кроме танцев. С вашими данными и ростом как будто бы сам Бог велел смотреть в сторону моделинга. У вас получается параллельно работать и в этой сфере? У меня не получается. Я как-то с одним агентством пробовала сотрудничать, и я участвовала в одной съемке, но это была рекламная съемка, реклама какого-то продукта, где-то там сзади стоять ручками помахать, такая ерунда. И один раз я участвовала в показе, нас позвал мальчик один, он в театре работает, и как бы всех театральных балерин позвал, показ был Шанель ювелирной коллекции. Мы там что-то танцевали в платьях шанелевских с этими вот бриллиантами, здесь жемчуг. Это было очень красиво, это было так здорово, но это все-таки было по дружбе. Никакие агенты мне не пишут, никто меня не зовет пока что. И я, честно говоря, не знаю, куда себя как бы предлагать, я просто не знаю этого мира. Поэтому пока нет, пока не двигается никуда. А в драматическом театре хотели бы себя попробовать? Да, я бы очень хотела. Это прям моя мечта. Причем я уже придумала себе роль. Я бы хотела в «Варшавской мелодии» сыграть.
Это вообще мой любимый сценарий. Мне очень нравится эта пьеса. И фильм, и спектакль. Я видела, у нас в МДТ идет этот спектакль тоже в Петербурге. Очень хорошие артисты. Там очень много красок, там можно все по-разному сделать. Учиться профессионально на драматического артиста, не знаю. Во-первых, по возрасту, там, по-моему, до 26 лет. И, честно говоря, психика артиста мне не очень подходит. Я бы не хотела свою расшатать до такой степени, чтобы быть прям артисткой-артисткой, но как-то попробовать, возможно, кто-то захочет меня в какой-то эксперимент пригласить, и я с удовольствием бы согласилась.